Одним из самых массовых убийц в мировой истории можно считать Петра Брзицу, хорватского военного преступника, действовавшего при режиме усташей во время Второй мировой войны. Он совершал свои кровавые зверства в концентрационном лагере Ясеновац. В ночь с 28 на 29 августа 1942 года Брзица принял участие в соревновании по убийствам пленных сербов. Правило было простым: кто больше убьет, тот и выиграет. По факту это было кровавой и бессмысленной бойней, аналогов которой трудно найти в мировой истории. Не имевший никаких моральных принципов, преисполненный слепой яростью и жестокостью к сербам, Брзица одержал победу, за ночь лично зарезав специальным ножом 1360 человек. Удивительно, но по слухам этот нелюдь дожил до 2007 года, скрываясь где-то в США, и умер в 90 лет. А вот самым плодовитым убийцей на территории Европы, скорее всего, является уроженец Российской империи Егор Иванович Башкатов. Точно известно, что его банда лишила жизни 459 человек, из которых больше сотни Башкатов убил лично. И в отличие от Брзицы, происходило это не в военное время. Башкатов начал убивать в 20-е годы прошлого века, постепенно выстроив целую банду с разделением труда. В его команде были даже прачки, которые отмывали одежду жертв от крови и отправляли ее на продажу. За 11 лет он организовал настоящий конвейер убийств, став одним из самых кровожадных душегубов в мире. Башкатов не был сексуальным маньяком и убивал из корыстных побуждений, но его алчность была столь неконтролируема, что по количеству жертв он в 10 раз превзошел Чикатило. Как это было? О ранних годах жизни Башкатова известно немного, что вполне объяснимо. Похвастаться какими-то благими делами он не мог. Известно, что Егор родился в 1879 году в селе Семидесятное, которое ныне входит в состав Воронежской области. Его отец Иван Башкатов был хроническим алкоголиком и знатным дебоширом на селе. Когда сыну исполнилось 5 лет, он уехал на заработки на Кубань, где и погиб. По одним данным, Башкатов-старший утонул в реке, решив искупаться в пьяном виде. По другим, его за острый язык утопили собутыльники во время одной из попоек. Мать Егора также умерла, когда тот был еще ребенком. Башкатов все же успел получить кое-какое образование, окончив сельскую церковно-приходскую школу, но дальше учиться не стал. После смерти родителей за ним присматривали дед да бабка. Однако они воспитанием внука особо не занимались, и мальчик рос на улице. Работать будущий душегуб не любил и не хотел, поэтому свой земельный надел, полученный по наследству от родителей, сдавал в аренду, а вырученные деньги проигрывал в карты либо пропивал. Азартные игры были главной страстью Башкатова, и со временем он приобрел навыки шулера. Разъезжая по соседним городам и селам, юноша играл в карты и завел обширные связи в криминальном мире. В частности, познакомился со скупщиками краденого в нескольких населенных пунктах. Репутация Башкатова была не очень хорошей. Соседи по селу не хотели отдавать дочерей за непутевого бездельника. Тогда Егору пришлось жениться на незавидной невесте. Впрочем, и сам он завидным женихом не являлся ни по одному параметру. Его супруга имела очень слабое здоровье. Она страдала эпилепсией и вскоре после свадьбы с Башкатовым умерла. Шло время. После начала Первой мировой войны 35-летний Башкатов был мобилизован в армию. О его пребывании на фронте нет никаких данных. Известно лишь, что сразу после февральской революции он дезертировал с фронта и вернулся в родное село, попутно ограбив и, по некоторым данным, убив офицера, у которого забрал гимнастерку с медалями. Поначалу соседи подивились тому, что Башкатов взялся за ум, раз приехал с офицерскими погонами и наградами. Но вскоре выяснилось, что из армии он сбежал как трус, а награды украл. По революционным временам это было не самое значительное преступление, но соседи все же качали головами. Сам Башкатов революцию воспринял весьма своеобразно. Теперь все позволено.
Через несколько месяцев после возвращения он зарубил мужа своей родной сестры, с которым постоянно конфликтовал. Все ценные вещи из их дома Башкатов вывез на телеге и продал знакомому скупщику, после чего покинул село, перебравшись в соседнюю Давыдовку. Вскоре произошла Октябрьская революция, и Егор решил, что это его шанс. Он начал выдавать себя за идейного коммуниста и завербовался в заградительный продотряд. В отличие от обычных продотрядов, которые занимались насильственным изъятием у крестьян хлеба и прочих продовольственных припасов, заградительные действовали только на железнодорожных станциях. Они обыскивали пассажиров и забирали у них еду сверх положенной нормы провоза. Подобная работа имела широкий потенциал для злоупотреблений, чем Башкатов, разумеется, не мог не воспользоваться. Отобранную у пассажиров еду он продавал через знакомых скупщиков. На этом и погорел. Башкатова уличили в спекуляции реквизированным мясом, что положило конец его перспективной карьере. Он уже подал ходатайство о вступлении в партию. Однако наказывать тюрьмой его не стали, учтя его революционные заслуги, но и в партию не приняли. Расставшись с перспективами партийной карьеры, Башкатов решил окончательно уйти в криминал. Время для этого было самое благоприятное. Прежняя полиция была давно уничтожена. Новая милиция находилась в зачаточном состоянии и работала откровенно плохо. Вдобавок революция и гражданская война подняли с места миллионы людей, которые в поисках лучшего места под солнцем перемещались по всей стране. Прежние связи между людьми оказались нарушены, а уехавших на заработки и пропавших зачастую никто не искал. Башкатов действовал на редкость грамотно. Криминальное чутье подсказало ему почерк, благодаря которому он 10 лет оставался вне поля зрения правоохранителей. Егор Башкатов разъезжал по железной дороге от Осетии до Московской области. Останавливался он на определенных станциях, изучал местность, затем приступал к поиску жертвы. В то время из-за скученности и перегруженности на железных дорогах и практически полного отсутствия гостиниц, пассажиры чаще всего оставались ночевать прямо на станциях. Там Башкатов и подыскивал своих жертв. Поскольку от рождения он обладал весьма хилым телосложением и небольшой физической силой, то и жертв подбирал только таких, с которыми мог справиться один на один. Чаще всего это были женщины, зачастую с детьми. Вечером он приходил на станцию, заводил разговор с приезжими и брался похлопотать об их устройстве. Жертвы уходили с ним, поскольку Егор обещал, что поможет с работой, ночлегом и так далее. Словом, стремился расположить к себе. В пути начинало темнеть, и Башкатов под благовидным предлогом предлагал заночевать в поле или лесу, а затем продолжить путь, когда расцветет. Дождавшись, пока жертва уснет, убийца заворачивал увесистый камень в холщовый мешок или портянку, это самодельное орудие он именовал микстурой, и наносил спящему человеку несколько сильных ударов по голове. Убедившись, что жертва мертва, Башкатов забирал все ценные вещи и снимал одежду, которую потом продавал скупщикам краденого. Как правило, добыча преступника была невелика. Однако он убивал в таких поражающих воображение масштабах, что даже из этих копеек сколотил небольшой капитал. На эти кровавые деньги убийца купил дом в Армавире, где на время осел. На всякий случай он также сменил свое имя, став использовать украденные документы на имя Устина Демидова. В Армавире Башкатов женился во второй раз. В этом браке у них родилось 3 детей, которых он со временем тоже привлек к криминальному ремеслу. В этот период мужчина слегка изменил почерк. Башкатов купил лошадь с телегой и стал приезжать на вокзалы и станции под видом извозчика. Это позволяло ему выбирать жертв с большим количеством вещей. Кроме того, он принял в дело еще 2 бродяг-отморозков – Склярова и Бабкова, которые без раздумий согласились разбойничать с ним. Теперь Башкатов без страха мог заманивать не только женщин, но и мужчин, которые, как правило, имели больше денег. После того, как он помогал попутчикам погрузить в телегу багаж, и они отправлялись в путь, Башкатов начинал расспрашивать их о родных,
стараясь выведать как можно больше ценных сведений. Затем под надуманным предлогом они останавливались на ночлег в заранее условленном с подельниками месте. Ночью Башкатов, Скляров и Бобков убивали жертв микстурой. Иногда Башкатов управлялся со всеми в одиночку, иногда брал одного подельника. В некоторых случаях действовали все трое. Если жертвы казались ему богатыми, Башкатов выведывал у них адрес и после убийства писал семьям убитых от их имени. В письмах он предлагал продать все имущество и переехать к нему, поскольку ему удалось найти очень хорошую работу. В других случаях он от имени убитых посылал письма родным и просил выслать денег на обустройство. Затем приехавших родственников встречали на станции Башкатов и его семья. Он брал с собой жену и маленьких детей, чтобы войти в доверие к жертвам. В пути их убивали по той же схеме, что и раньше. Постепенно злодеяния приобрели такой масштаб, что втроем преступники уже не справлялись. Их банда разрослась почти до 2 десятков человек. В шайке было настоящее разделение труда. Одни подыскивали жертв, другие убивали. Третьи отстирывали окровавленные вещи, четвертые их продавали. Основным местом работы Башкатова была территория нынешних Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Но периодически он выезжал в командировки, чтобы не привлекать внимание правоохранителей. При этом не гнушался Башкатов и совсем мелкими кражами. В 1929 году он был пойман на рынке при попытке украсть корзину с подержанными вещами. Однако он разжалобил суд рассказами о своей нужде и бедности и получил всего 2 недели исправительных работ. Конвейер смерти без сбоев работал на протяжении 10,5 лет. Но в конце 1931 года Башкатову не повезло. Намеченная жертва оказалась крепким орешком. Крестьянин, которого они намеревались убить, интуитивно почуял недоброе, увидев спутника Башкатова. Ночью он успел убежать до того, как к нему применили микстуру. Чудом спасшийся мужчина обратился к правоохранителям, описав приметы подозрительных извозчиков. В одном из них они сразу же узнали Склярова, которого давно знали как сомнительного типа. За его домом было установлено наблюдение. Вскоре правоохранители выяснили, что Скляров и его компаньон, это был Башкатов, часто отлучаются из города, а затем возвращаются с большим количеством вещей и продают их. После очередного отъезда хозяина дома на него была организована засада прямо в избе. На следующий день мужчины вернулись с окровавленной одеждой и сразу же были арестованы. Главарь банды, конечно, сначала все отрицал, но когда ему показали главную улику, его же записную книжку с паспортными данными погибших и датами их смерти, Егор Иванович понял, что попал. На счету преступников оказалось 459 жертв, что делает Башкатова и его отморозков самыми кровавыми преступниками в российской и советской истории и одними из самых массовых убийц в мире. Извиваясь словно уж на сковородке и заливаясь песнями так, что обзавидовались бы соловьи, Башкатов утверждал, что действовал на благо партии. Мол, все те, кого он пришиб, белогвардейские недобитки, которые сумели улизнуть от большевистского правосудия. Но от него скрыться им не получилось. Приняв самое скорбное выражение лица, Егор Иванович стал сокрушаться, что, наверное, перестарался. Затем он попросил суд учесть обстоятельства преступлений, принять во внимание благой мотив и дать ему лет эдак 5 тюремного заключения. Но вот у суда было другое мнение на этот счет. Официальные данные, говорящие о сотнях убитых, пугали и не имели ни малейшего оправдания. Башкатова, его супругу, Бобкова, Склярова и еще нескольких человек приговорили к высшей мере наказания и в 1933 году расстреляли. Тех, кто не принимал прямого участия в грабежах и убийствах, суд приговорил к различным тюремным срокам.